Всем привет! Меня зовут Ира, и в этом видео я хочу поделиться своим опытом в перекраске обоев, а также сделаю новые полки из старого шкафа. Обои у меня бумажные, на флизелиновой основе и не предназначенные для покраски. Этим обоям уже более 10 лет и давно пора было их переклеить, но вариант переклейки я оставила как план Б, уж очень мне хотелось попробовать их перекрасить. В некоторых местах обои уже давно расклеились, а также на стене видны темные просветы от штукатурки. Первым делом я заклеиваю обои. Клею обычным ПВА. Дома у меня была только шпатлевка по дереву, поэтому попробую ею замазать все изъяны на стене. Воздушный пузырь, который был в углу, аккуратно разрезаю и также проклеиваю. Затем беру малярный скотч и закрываю им напольные и потолочные плинтуса. Влажной тряпкой протираю обои, и стену можно красить. Первым делом кисточкой прохожу вдоль плинтусов и по углам, а дальше уже буду красить валиком. В моих запасах была вот такая краска. Я ее заколеровала и буду красить ею. Она водно-дисперсионная, акриловая, в принципе с хорошими свойствами. Важно хорошо прижимать валик, чтобы краска заполнила весь рисунок тиснения на обоях, иначе в моем случае это будут желтые просветы. Покрасила 3 стены в комнате, а 4-ю буду делать отдельно. Вот так выглядит обои после первого слоя покраски. Есть незначительные просветы, но в целом укрывистость очень хорошая. На следующий день покрываю обои вторым слоем краски. Кстати, пока краска свежая, обои могут пузыриться. После того, как краска высохнет, эти пузыри сами удалятся. После покраски второго слоя снимаю малярный скотч. Так обои выглядели до покраски. Такими они стали после, и, честно говоря, они даже лучше, чем я ожидала. После протирания следы краски на мокрой тряпке не остаются. Тут я поняла, что коричневый карниз совсем не сочетается с серыми обоями, и решила покрасить его в белый. Красила меловой краской по рецепту из моего предыдущего видео, ссылку на него оставлю в описании. Для плотной покраски карниза в белый цвет я нанесла 3 слоя краски. В прошлом видео я переделывала старые тумбы, но у меня осталась от них еще одна верхняя часть, поэтому я решила ее разобрать и сделать для моей обновленной стены полки.
Я буду делать 3 полки разной длины. В этой доске я обрежу крайние части, она будет самой маленькой. Эта доска будет средней, и она в принципе готова. А эта боковая стенка шкафа будет длинной полкой. Все деревянные поверхности сначала я шлифую. Сначала 80-м зерном, затем 300-м. Разбухшие края обрезаю. Шпатлевкой по дереву замазываю все изъяны и затем буду это шлифовать. Маленькую полку размеряю и также отрезаю лишнее. По кромкам досок убираю старый шпон с помощью строительного фена и шпателя. И приклеиваю новый шпон с помощью утюга. Лишнюю выступающую часть шпона обрезала и немного затираю наждачкой. Будущие полки грунтую. У меня акриловая грунтовка на водной основе. Полки крашу в 2 слоя меловой краской, которая у меня осталась от переделки тумб с предыдущего видео. Далее полки в 2 слоя покрываю акриловым лаком. Осталось только прикрепить полки к стене. Я буду использовать обычные уголки, но если вы хотите усилить конструкцию, то нужно взять уголок с ребром жесткости. На этом моя сегодняшняя переделка заканчивается, и если вам было полезно это видео, то ставьте пальцы вверх, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Пока!